Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же ищет с вами встречи? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, пишите телефон под видео. Ну вот что вам сказать, ребят? Сказать, что у вас сейчас все хорошо, но это, опять же, это будет очень относительно. С одной стороны, вам хорошо, потому что никто вам не выносит мозг. Потому что женщина, которая занималась очень плотно выносом мозга, которая принесла вам очень много стрессов, страданий и разочарований, она осталась далеко позади. Но опять же, у нас из расклада в расклад выпадает, что среди вас есть такие товарищи, которые все-таки скучают за бывшей женщиной, страдают, переживают, да, потому что здесь проигрывается, ну, скорее всего, развод, да, разрыв, у кого-то может быть гражданский брак, да, то есть люди разошлись и все. Королева Пентаклей, да, вот король Пентаклей, королева Пентаклей. Это говорит о том, что женщина была абсолютно материально зависимая, ориентированная, да. Это женщина, которая осталась в прошлом, она, знаете, она была скорее с вами из-за денег, из-за какой-то выгоды. Даже если это не деньги, понятно, что это общий расклад, да, но здесь была какая-то выгода. У кого-то, может быть, квартира нужна была, у кого-то прописка, у кого-то там, я не знаю, вы, может быть, подарками ее задаривали, любили, кружили. Ну, то есть здесь дама, которая никого не любит, кроме себя и кроме денег. Ну, хорошо, о ней мы не будем сегодня углубляться, да. Ну, то есть ваша женщина, она не заслуживает даже вашей слезинки, вот скупой мужской слезинки, да. Она не заслуживает вообще даже никакого вашего внимания. Я сейчас обращаюсь к тем, кто все еще страдает за ней и хочет вернуть. Переключайтесь, ребят, вот переключайтесь. Понятно, что это сложно, но на будущее, на новые отношения. Далее, смотрите, в вашей жизни были присутствовали какие-то ситуации. Вы посмотрите, у нас не покидают карты, которые говорят о том, что у вас это может быть даже не первый раз была проблема с женщиной. Вот у вас, знаете, как будто судьба такая, что, может быть, даже не с одной партнершей у вас были проблемы. Это может проигрываться даже не обязательно брак, а вот в течение жизни у вас были разные отношения, и женщины вам не раз делали больно. Разные женщины. Напишите комментарий. Вы человек, который настолько близко все берете к сердцу, поэтому вот эти вот все ваши такие личные трагедии, разрывы, да, они настолько глубоко изранили вашу душу, изранили ваше сердце, и у многих из вас до сих пор остались страхи. Страхи перед новыми отношениями, страхи перед женщинами. Вот страшно влюбиться. Здесь даже проигрывается ситуация, когда вроде бы и хочется, с одной стороны, да, вот быть кому-то нужным, хочется любить и быть любимым. Ну, казалось бы, это так банально, да? Казалось бы, ну, это такое простое человеческое желание. Но страшно, вот после того, что вы пережили, да, вот, у каждого это, конечно, проиграется своя ситуация, но, как правило, это вранье, это унижение, это оскорбление, это измены, конечно же. Поэтому никому не хочется наступить на те же грабли. И есть страх, чтобы не повторилось это все. Страх, что вас отберут как липку просто, что появится новая женщина, да, вот вы влюбитесь, а она снова начнет втираться к вам в доверие, рассказывать про любовь, морковь, а сама потом натворит чудес, да? В вашей жизни, я вам скажу, опять же, присутствует магия. Меня уже даже как-то, если честно, это начинает настораживать. В последнее время почему-то у нас довольно часто выпадает магия. Смотрите, здесь присутствует и как любовная магия на ком-то из вас,
Также может быть магия, связанная с забором удачи. Особенно это касается тех из вас, может быть, у кого началась, ну, черная полоса, да, у кого, допустим, вы не можете никак найти работу, вот все валится, да, вот как будто за что не возьметесь, все идет не так, все наперекосяк. Если есть желание, можно всегда сделать диагностику, записывайтесь на расклады и, ну, реально посмотреть, потому что, ну, сейчас вот очень много реально людей, которые носят на себе, так скажем, да, какой-то вид магии. Это настолько популярно сейчас, вот это магичить, да, делать гадости какие-то. Вот чисто такое даже женское зловредство какое-то. Я иногда, вот знаете, слушаю ваши вот личные истории, когда вы мне звоните. Я просто в шоке. Вот мой шок в шоке, вот реально, что творится, что происходит, именно вот связано с магией. Поэтому смотрите, ребята, у кого есть проблемы, пожалуйста, добро пожаловать. В вашей жизни, смотрите, появится женщина. Она будет с вами, но это будет другая уже совсем история. Я просто наперед, да, чтобы руки не опускались, у кого уж совсем они, знаете, повисли, как плети. У вас будет и любовь, и женщина, и придет к вам счастье, но это будет чуть попозже. А сегодня мы давайте-ка все-таки посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад, да, которая ищет с вами встречи. Эта женщина находится на расстоянии. Она такая, ну, дама с характером. Вот она, в отличие от вас, она живет разумом. Она практичная, у нее везде практичный подход. Если вы живете сердцем больше и душой, она живет логикой. Она может даже проигрываться воздушного знака зодиака. Таких женщин я вообще мечевых королев я называю обычно снежными королевами. Они эмоционально холодные, они никогда не будут сюсюкаться, они жесткие. Может проиграться, что она вдова даже. Эта женщина находится на расстоянии. Скорее всего, я сейчас проверю, но она замужем однозначно была, либо же сейчас она даже, да, у нее муж, кстати, ребятушки, ух ты как. У нее муж довольно неплохо стоит на ногах. А что же она еще от вас хочет? Интересно, сейчас будем разбираться, что это за дама такая из Амстердама. То, что на расстоянии 100%, дама, которая привыкла делать по жизни все, что она хочет. Вот не люблю я мечевых королев, но будем разбираться, почему она именно с вами ищет встречи. Что же она хочет? Казалось бы, да? Еще одна ситуация. А, вот оно, где собака зарыта. Дама склонна к измене. Дама, с которой вы когда-то, ну, может быть, опять же, кто-то работал вместе, кто-то учился вместе, кто-то, может быть, вы жили по соседству. Опять же, помним про общий расклад, у кого как проиграется. Эта женщина когда-то вам нравилась, между прочим. Она вам нравилась, кому-то внешняя фигура нравилась. Здесь может даже, кстати, ребятушки, может даже проигрываться у кого-то, что у вас с ней роман был. И вы думали, что будут какие-то перемены, но перемены не начались. Вы разошлись, как в море корабли. То есть, смотрите, у кого-то может проиграться, что это ваша бывшая давняя пассия какая-то. У кого-то это левачок может проиграться. Ну, а у кого-то может проиграться, что это просто ваша какая-то, ну, старая знакомая, там, первая любовь, да, вместе работали, учились и так далее. Просто у кого какой вариант проиграется, не забываем. Эта женщина, вот она вас не забыла, несмотря на то, что вы давно с ней не общаетесь. Хорошо, почему она именно вас не забыла, да? Смотрите, она, во-первых, несчастлива в браке. Да, у нее дом полная чаша, у нее муж император, у нее вроде бы жизнь в шоколаде, даже ребенок может проиграться. Но вот нет счастья.
Вот именно потому она и склонна к так называемым левакам. Вот эти вот леваки, казалось бы, это ее как будто отдушина от мужа, потому что муж у нее очень такой холодный товарищ. Может проигрываться, что он, ну, довольно такой диктаторских таких правил. У кого-то, может быть, даже тираном проиграется. Хочется ей такого, знаете, простого женского счастья. Когда вы с ней общались раньше, вы ей очень нравились вот как мужчина. Вот нравились своими качествами, у кого-то еще плюс внешность, может быть, да, но опять же, у кого как проиграется. Вы ей нравились, и она вас не забыла. Ей бы хотелось с вами встретиться. Для чего? Давайте-ка еще этот вопрос уточним, да? Для чего она хотела бы с вами встретиться? Видите, она хотела бы, но как-то вот и хочется, и колется, вот как-то она не решается. Ну, влюбленность осталась, какая-то вот такая влюбленность. Хочется и стабильности. Вот она почему-то думает, что если вы появитесь, вернее, если возобновятся какие-то ваши общения, отношения, то вы вот будете готовы мчать к ней на край земли. Вот она почему-то уверена. Может быть, у вас такое тесное общение было, даже если вы вместе работали, да, может быть, у вас такое, ну, чересчур близкое, дружеское такое было общение, плюс симпатия. Ей хочется стабильности. Вот она хотела бы с вами не просто встретиться, вот она именно хотела бы с вами отношений, ну, назовем это роман, да, потому что она все-таки замужняя дама. Она хотела бы романа, и вы бы были у нее как отдушина. Вот отдушина, которой ей так не хватает. Видите, ей эмоционально плохо. Она, несмотря на свой достаток, да, на свой комфорт, на там, богатство, она не чувствует себя нужной и любимой. А вот с вами, вот она почему-то знает, вот она уверена, что если начнутся с вами отношения, ну вы из-под земли ее достанете, если нужно будет. Вот почему-то она в вас уверена. Будет ли она к вам как-то проявляться? Давайте уточним. Ей страшно. Ей страшно. Какой-то период она будет думать, что ей делать. Знаете, у меня такое ощущение, что она ждет какого-то подходящего шанса, чтобы с вами либо связаться как-то, либо пересечься, может быть, написать, да. Может быть, у кого-то реально она телефон ваш потеряла. Нужен будет момент, чтобы найти ваш телефон, там, через общих знакомых, допустим. Опять же, у каждого это по-своему проиграется. Знаете, вот эта женщина, с которой, между прочим, вот я так забегаю вперед, я вам скажу, что если вы с ней возобновите отношения, я прекрасно знаю, что вы любите постоянство, да, вы мне, я знаю, я уверена, что вы мне напишете многие, что роман это не для вас, да, что это все не то. Но вот я все равно склоняюсь к тому, что есть большая вероятность, что вы с этой женщиной можете начать отношения. И не важно, что она замужняя. Смотрите, здесь карта влюбленных у нас выпала. Но это однозначно, вот если у вас все получится, у вас с ней начнутся не просто романтические отношения, а именно вот основанные на любви, на такой именно любовной привязке. И вплоть до того, что она начнет задумываться, чтобы уйти от своего мужа. Она захочет стать вашей императрицей, она захочет быть с вами. Поэтому смотрите, как интересно получается. Если даже у кого-то из вас появится, да, такой привет из прошлого, и этот привет будет замужем, ну, вы не торопитесь ее отшивать. Может быть, пообщайтесь сначала. Пусть это будет дружеское общение, да. Может быть, она где-то недалеко и живет. Это не обязательно где-то в другой стране она, да.
Пообщайтесь, посмотрите, чем она дышит, да, что она хочет. Потому что мужчины, вы ведь тоже умеете читать между строк. Вот именно настрой женщины, да, на что она рассчитывает, чего она хочет, чем она дышит и так далее. Ну вот не отталкивайте, знаете, довольно неплохой расклад, потому что поначалу как-то меня насторожило, думаю, вот это да, дамочка к левакам склонная, а оказывается нет, это не то, что она вот гулящая. Ей просто настолько вот с мужем как-то некомфортно. Настолько она себя то ли нелюбимой чувствует, да, вот, ну как в золотой клетке. Поэтому вот эти вот такие маленькие романтические ее приключения, это, ну как реально отдушина. Я понимаю, что вы сейчас начнете ее осуждать. Конечно же, я тоже противник измены, но вот в этом случае, знаете, я даже вот так подумала, осуждать ее или нет. С одной стороны, да, это измена, с другой стороны, она несчастная женщина. Хорошо, вот просто интересно, почему она тогда с мужем? Почему она не уходит? Сильный, властный, она его боится. Она боится, что он ей все перекроет. Ее держит страх с ним. Видите, не только какое-то там материальное что-то ее держит. Нет, она его боится. Она боится уйти. Поэтому здесь такая довольно сложная, запутанная ситуация. Но я думаю, если вы начнете этот клубочек разматывать, я думаю, среди вас будут такие, которые помогут ей уйти от мужа, если это понадобится, да, потому что, как я сказала, она будет задумываться очень серьезно, разойтись с ним, причем официально разойтись, да, потому что у вас с ней любовь начнется. Очень так осторожно входите в эти отношения, наблюдайте, да, делайте какие-то выводы. И дальше уже, я думаю, все будет зависеть от вас двоих. Как вы поведете свой корабль, да, вот туда он и поплывет. Я не могу сказать, что женщина плохая, да, либо там еще какая-то. Вот, знаете, у меня какое-то такое странное ощущение, я даже вот не могу его описать. Но вот почему-то мне хочется, чтобы вы попробовали с этой женщиной. Вот все получится. Я, конечно, никого не уговариваю, но вот почему-то у меня, не знаю, чуйка это моя или как хотите называйте, но вот, ну есть такой позитивный момент от расклада, вот энергетика какая-то такая, знаете, на позитивное будущее настраивает. Потому что иногда замужние женщины, они реально живут с тиранами, с деспотами. У каждого своя причина, конечно же. Но когда появляется новый мужчина в ее жизни, да, вот она готова разорвать этот порочный круг, она готова выйти из этих отношений, да, уже не боясь, потому что сейчас вот она боится, что он там кислород перекроет, там работу перекроет, еще финансы перекроет, да, и она останется ни с чем. А когда появляется уже новый мужчина, с которым уже серьезные отношения, ну, конечно, чего бояться, да, ты уходишь к другому, к любимому человеку, который тебя и обеспечит, и приютит, если нужно, да, вот в такие вот моменты очень важно сделать правильный выбор. Поэтому я не сторонник, я не призываю там разбивать чьи-то семьи, ни в коем случае, я этого не говорила, но вот общайтесь сначала как друзья. А там уже, я думаю, она вам расскажет, что у нее в жизни происходит, как она настроена. И вы увидите, да, вот вы увидите ее с другой стороны. Я думаю, тогда вот вы примите правильные решения. Поэтому вот такая женщина хочет встречи с вами, хочет возобновления отношений. И, конечно же, той самой заветной любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!